На что следует обратить внимание, прежде чем начать работу с Гекатой? Гекату связывают прежде всего с Луной, хотя в ней есть и ощутимые сатурнианские отголоски. Прежде чем вы начнете ритуальную работу с богиней, попробуйте осознать и прочувствовать вашу личную связь с Луной, вашу лунность. Это можно сделать на разных планах. На физическом начните следить за лунным календарем. Просто в наблюдательном аспекте понаблюдайте за ощущениями своего тела в разных лунных фазах. Что вы чувствуете, когда Луна растет и убывает, когда она полная или ее не видно вовсе. На психологическом – как меняется ваше настроение в зависимости от лунных фаз. На тонком – в какие лунные дни вам снятся наиболее яркие сны, когда вам кажется, что вы глубже понимаете других людей, когда вы злые и раздражительны, когда, наоборот, исполнены покоя и благодати. Всех людей можно условно поделить на солярных и лунарных. Солярные люди — логики, которые крепко стоят на ногах. Им не дана тонкость, зато дана надежная работа в виде устойчивой психики. Лунный свет издревле связывали с колдовством и мистикой. Любой город даже эстетически воспринимается как волшебное пространство, когда он выкупан в лунном серебре. В древние времена было поверье, что нельзя смотреть на Луну долго, иначе душу твою похитят лесные духи. Помню, мне самой в детстве бабушка говорила: «Не выходи надолго под полную луну, с ума сойдешь». Дело было на даче, мне очень нравилось в лунные ночи выходить в ночной рубашке на крыльцо и таращиться в желтый диск на темном небе. Магия тесно связана с внутренней алхимией. Самая первая и самая благодарная алхимическая лаборатория для мага — его тело и сознание. Каждый практикующий занимается переплавкой своих ментальных и психических данностей в философский камень. В идеале маг должен взрастить в себе и солярное, и лунарное восприятие. Солярность требуется магу для волеизъявляющих практик, лунарность — для дивинации, видения, тонкого понимания мира. И Геката дает скорее второе. Да, через канал Гекаты можно проводить и ритуалы, связанные с жаждой результата. Только вот сперва придется наработать канал, пройти в ту дверь, ключи от которой держит Геката, утончить свое восприятие до предела, научиться тонко чувствовать оттенки окружающей реальности. Геката про тонкость. Это величайшая ошибка начинающего практика — полагать, что магия — это лишь ритуалы, совершаемые в определенное отведенное для этого времени. Когда я получаю в личку многочисленные вопросы такого рода: «А дайте мне хороший ритуальчик на…» О, как много таких вопросов, как ужасающе много! В моих глубинах просыпается кракен. Это вопрос, который обесценивает магию как таковую, демонстрирует полное непонимание, что такое магия. Магия — это не обрядец, не хороший ритуальчик. Магия — это тонкость в постоянном режиме. Маг практикует 24 часа в сутки. Он остается тонким, когда ест, когда общается с другими, когда погружается в бытовуху. Магия о восприятии, а не о действии. Именно поэтому глупо искать каких-то тайных знаний в надежде, что они приблизят вас к магическому могуществу. Магия — это не знание, это состояние. И Геката обеспечивает именно те самые тонкие состояния. Геката может подарить их, показать, но как они будут у вас развиваться, насколько прочно утвердятся и насколько быстро заменят ваши привычные чувственные системы, зависит только от вас. Начинать магическую работу с Гекатой лучше всего вообще не имея жажды результата. Прикосновение к полю магии — это самоценное состояние, в нем может не быть никаких дополнительных целей и просьб. Я вообще считаю, что первые 2-3 года магической практики должны быть лишены жажды результата. Да разве же меня кто послушает? Я часто слышу вопросы о защите от новичков.
Я собираюсь пойти на старое кладбище и попробовать работать в интересном склепе, но опыта у меня особо нет. Как быть? Что может новичок попросить ночью на лесном перекрестке? У меня нет опыта в магии, дадите какой-нибудь эффективный и безопасный приворот. Это все не шутка. Это реальные цитаты, вопросы, которые мне пачками ежедневно приходят в социальных сетях. И у меня есть очень хороший совет. Если хотите глубоко прорасти в магическое поле, да так, чтобы это никак вам не повредило, ничего не просите. Вообще ничего. Дайте обет нестяжательства на 3 года. Занимайтесь магией, но ничего не просите. Забудьте обо всех ритуалах, которые могут вам что-то дать. Не делайте ритуалы на любовь и деньги, не пытайтесь редактировать линии судьбы с помощью магии. 3 года. Просто получайте опыт и будьте в этом опыте честны. Я прекрасно понимаю, что это совет в никуда. Я часто его озвучиваю, но мало кто прислушивается.